Здравствуйте, уважаемые зрители! Сейчас у нас самый разгар лета, температура все время повышается, на градуснике уже больше 30 градусов, и мы в своих обзорах тоже повышаем градус интереса. Сегодня для рубрики «Наши новинки» я расскажу о новом приборе. Этот прибор раздает в машине не только интернет, но еще может сделать из машины полноценный медиацентр. Поехали! Ну а сейчас мы перейдем к обзору данного прибора на столе. Я вам расскажу, что этот прибор из себя представляет, покажу его. Переносимся. Сегодня у нас на столе прибор автороутер 4G Wi-Fi Bluetooth Travel. Для чего этот прибор нужен? Этот прибор прежде всего нужен для того, чтобы раздавать интернет в машине, а также для того, чтобы можно было подключить через Bluetooth мобильные телефоны и планшеты к звуковой системе автомобиля. Как его включать? Прежде всего нужно подключить к нему модем в одно из USB разъемов. Дальше берем разъем питания. Этот разъем подключается в стандартный прикуриватель автомобиля 12 или 24 вольта. И еще остался один разъем. Такой же разъем, как в наушниках к мобильным телефонам. Вот. Но подключать его нужно к звуковому входу магнитолы автомобиля. Сверху в данном приборе есть три кнопки. Средняя кнопка выключает воспроизведение на мобильном устройстве. Крайние кнопки перемотка вперед, перемотка назад. Либо переключение в YouTube, это переключение видео следующее, видео предыдущее. Если нажать и придержать эту кнопку, она управляет громкостью на мобильном устройстве. Также есть микрофон. Микрофон нужен для того, чтобы можно было говорить по телефону, не поднимая его руками. Так называемая связь «свободные руки». И еще с помощью данного устройства можно зарядить телефон. Для этого нужно взять шнур, подключить к свободному USB разъему и включить в телефон. Телефон начнет заряжаться. Вот вкратце я рассказал все, что может данный прибор. А теперь я предлагаю поставить его в автомобиль и посмотреть, как он работает. Как подключается, как работает. Пойдемте. Сейчас я расскажу, как подсоединить этот прибор к автомобилю. Первый разъем AUX. Вот здесь точно такой же разъем AUX. Подключаем. Теперь второй разъем подключаем в прикуриватель. Модем у нас уже установлен. Ключ зажигания включен. И мы услышали характерный звук на магнитоле. Магнитола показала Connect. Вот здесь, если можно, приподняться. Ну а сейчас мы все это испытаем в движении, как оно работает. А теперь мы подключили к системе автомобильных динамиков. Слушаем. Powerbank. Powerbank
на 30 тысяч мАч. С помощью этого пауэрбанка мы обычно подзаряжали свои телефоны. Поехали. Где-то в дороге. Но у этого пауэрбанка тоже была особенность. Он заряжался от вот таких устройств достаточно долго и мог после зарядки зарядить вот такой телефон всего лишь 1 или 2 раза. Сейчас мы их по очереди будем все подключать к данной зарядке, и благодаря тому, что у нее есть индикатор, будем смотреть, сколько нужно, какой ток нужен для какого устройства, чтобы его нормально, полноценно зарядить. А зачем нам вообще интернет в машине, спросите вы? В машине, вот как я сейчас еду за рулем, нужно рулить и смотреть за дорогой. Скажете, и будете правы. Но в машине езжу не только я. В машине со мной ездят мои родные, мои друзья. И во время, когда я слежу за дорогой и кручу руль, им скучно. Чтобы не отвлекать меня, они могут спокойно смотреть какой-то фильм. Они могут слушать какую-то передачу. Они могут смотреть какой-то канал YouTube, интересный для них. Ведь у нас сейчас динамический век, а в динамический век нужно получать информацию как можно быстрее. Для этого мы и делаем наши приборы. Поэтому тот прибор, который мы придумали сейчас, уже оснащен функцией, которая позволяет сделать из машины полноценный видео-медиа-центр. А сейчас я вам покажу, почему просто самым обыкновенным мобильным телефоном не получится сделать полноценный видео-медиа-центр. Включаем телефон. Вот таком зарядном устройстве. Включили наш ролик о зарядном устройстве. Динамик внешний не подключен, просто телефон включен. Едем, тестируем. Также в этой зарядке есть индикатор. Это очень важно для данной зарядки. Индикатор показывает напряжение зарядки 5,2 вольта. Также нам сегодня помог такой мобильный телефон вместе в комплекте с этим зарядным устройством. Вот такой планшет. Была отдельно. Если вы обратили внимание, то телефон, который я сейчас разместил, нашел в нем ролик в YouTube, включил его, смотреть можно, но звук практически не слышен, разобрать его практически невозможно. А если в автомобиле находится несколько человек, и кто-то из них решил сказать пару слов, или, например, мы едем в шумном потоке, то я вам даю гарантию, что вы вообще ничего не услышите в телефоне. Спасибо, уважаемые зрители, за то, что просмотрели сегодняшний обзор. Я надеюсь, вы сегодня смогли для себя узнать много нового. И этот прибор, который вы сможете приобрести, будет служить вам долго, будет радовать вас. До следующих обзоров.